Май 1798 года. По Средиземному морю движется большая французская армия вторжения. 55 тысяч человек на борту более 300 кораблей в сопровождении 13 линейных кораблей. На самом мощном из них, 120-пушечном «Ориенте», плывет генерал Наполеон Бонапарт. Прославленный герой итальянской кампании получил новый приказ от своего правительства. Ему поручено возглавить экспедицию на восток в Египет, самую богатую провинцию Османской империи. А для всех образованных европейцев – в древнюю страну тайн и чудес. После 6 лет войны в Европе Французская республика оказалась перед лицом последнего оставшегося врага – Великобритании. Завоевание Египта нанесет мощный удар по британцам, нарушив их торговлю в Восточном Средиземноморье и поставив под угрозу их связи с Индией и Востоком. Прибыльные торговые пути помогают финансировать британские военные расходы. Кроме того, революционная и цивилизаторская миссия Франции распространится на народ Египта, освободив его от суеверий и феодализма. Коррумпированное и алчное правительство Франции, директория, видит в этой кампании еще 2 выгоды. Возможность получить огромные богатства и убрать опасно популярного и амбициозного генерала Бонапарта подальше от Парижа, где заговоры и перевороты никогда не остаются без внимания. Наполеон в восторге от экспедиции, для продвижения и организации которой он сам приложил немало усилий. Это шанс завоевать новую славу и пройти по стопам своих кумиров Юлия Цезаря и Александра Македонского. Как и Александр, Наполеон даже вынашивает причудливые идеи о походе в Индию, чтобы напасть там на англичан. «Европа слишком мала», — говорил он своему секретарю Бурьенну. «Мы должны отправиться на восток, и именно там достигается величайшая слава». Но Средиземное море — это опасный путь для французов. В то время как армии республики одерживали великие победы на суше, Британия закрепила свой статус доминирующей военно-морской державы эпохи, одержав решающие победы над французскими союзниками, испанцами у мыса Сан-Висенте и голландцами у Кампердауна. Контр-адмирал Горацио Нельсон со своей эскадрой из 14 линейных кораблей бороздит Средиземное море. Нельсон знает, что большой французский флот только что покинул Тулон, но не знает его назначения, поскольку это держится в строжайшем секрете. Оставаясь незамеченной, французская экспедиция движется на юг вдоль итальянского побережья. 9 июня она прибывает к Мальте. Островом управляют рыцари святого Иоанна, религиозный военный орден, возникший еще во времена крестовых походов. Но французы решили, что он им нужен в качестве военно-морской базы и помехи для британцев. В 1565 году рыцари прославились тем, что в течение 3 месяцев противостояли огромной османской армии. Теперь, презираемые местными жителями и разобщенные между собой, рыцари сдаются Наполеону всего за 2 дня. За 6 дней пребывания на Мальте Наполеон реформирует архаичное правительство, создает школы, отменяет рабство, требует деньги и припасы. Затем он отплывает в Египет, оставляя генерала Вабуа и 5000-ный гарнизон удерживать остров. Но где британский флот? Еще в мае эскадра Нельсона была рассеяна штормами.
Теперь он перегруппировался, точно угадал место назначения Наполеона и мчится на перехват. Если ему удастся догнать французов, британская флотилия и артиллерия практически гарантируют уничтожение наполеоновского флота. Однако французам повезло. В ночь на 22-е эскадра Нельсона проходит в нескольких километрах от французского флота, но из-за сильного тумана и тьмы ни одна из сторон даже не подозревает о присутствии другой. Британская эскадра прибывает в Александрию, где не находит никаких следов французов. Раздосадованный Нельсон ждет 24 часа, прежде чем отправиться на север, чтобы продолжить поиски. Спустя несколько часов у берегов Александрии появляются первые корабли Наполеона. Наполеон, зная, что в этом районе находятся британские военные корабли, хочет высадиться как можно быстрее. 5000 французских солдат ночью высаживаются на берег, на следующее утро штурмуют Александрию и быстро берут верх над ее гарнизоном. Остальная часть французской армии благополучно высаживается на берег. Наполеон привел в Египет 38 тысяч солдат, в основном ветеранов итальянской армии. 5 пехотными дивизиями командуют генералы Бон, Дезе, Клебер, Мену и Ренье. Единственную кавалерийскую дивизию возглавляет величественная личность Тома Александр Дюма. Он стал первым чернокожим генералом Франции. Родился на территории нынешнего Гаити в семье французского аристократа и порабощенной африканки. Он уже прославился своими действиями в Италии, где австрийцы прозвали его «черным дьяволом». Среди прибывших есть и более знакомые лица. Начальник штаба Наполеона – бессменный генерал Бертье. И командиры бригад – генералы Мюрат, Лан и Мармон. Армию также сопровождают 167 ученых, исследователей, художников, разных экспертов и даже воздухоплавателей. Все вместе они известны как «Комиссия наук и искусств» и прибыли, чтобы изучить исторические и природные чудеса Египта. Но и для них, и для Наполеона Александрия становится горьким разочарованием. Сказочный город античности, основанный самим Александром за века землетрясений и запустения, превратился в ветхий городок с 6000 жителей. Номинально Египет находится под властью Османской империи. В действительности же власть принадлежит местным мамлюкским военачальникам, в частности двум – Мурат бею и Ибрагим бею. Мамлюки изначально были солдатами-рабами, которые когда-то служили исламскому халифату. Превосходные наездники и бесстрашные воины, они теперь правят Египтом железной рукой, экспроприируя его богатство и оставляя крестьян в нищете. Для большинства египтян они презираемые иностранные владыки, и Наполеон надеется использовать эту ситуацию в своих интересах с помощью искусной пропаганды. Обращаясь к народу Египта, он провозглашает: «Я пришел, чтобы восстановить ваши права и наказать узурпаторов. Я почитаю Аллаха, его пророка и Коран». Тем временем Мурат и Ибрагим созывают мамлюкских военачальников в мечеть Аль-Асхар в Каире. Здесь они договариваются собрать армию, чтобы разгромить захватчиков. Наполеон считает, что лучший вариант – нанести быстрый удар. Менее чем через сутки после того, как его войска высадились, он начинает наступление на Каир. Но он ошибается в оценке жаркого климата и пустынного, пронизываемого ветрами ландшафта. Он заставляет солдат идти вперед, несмотря на то, что у них закончилась вода и их мучает жажда. Несколько сотен человек погибают. Некоторые люди кончают жизнь самоубийством, чтобы избежать страданий.
Бедуинские всадники обступают французов как стервятники. Тех, кто попадает к ним в руки, грабят, пытают и убивают. Даже такие старые товарищи, как Лан и Мюрат, начинают горячо обсуждать решение Наполеона. Армии требуется 4 дня, чтобы преодолеть 72 километра до Даманхура, где, к счастью, они могут отдохнуть, попить и добыть еду. Однако очень быстро приходит известие, что с юго-востока приближаются крупные силы мамлюков под командованием Мурат-бея. Французы выдвигаются навстречу им у Шубрахита на берегу Нила. Когда 4000 мамлюкских всадников появляются в поле зрения, французы восхищаются их яркими нарядами, украшенными золотом и драгоценностями, и их многочисленным, богато украшенным оружием, включая пистолеты, мечи, кинжалы и копья. Мурат хвастается, что будет рубить головы французам, как режут арбузы. Но при всей своей браваде и помпезности мамлюки не обладают ни дисциплиной, ни тактикой, чтобы противостоять обученной современной армии. Когда Наполеон выстраивает свои войска в огромные каре, мамлюкская кавалерия может лишь бессильно кружить вокруг, не в силах прорваться сквозь стены французских штыков. Многие падают с седел. Через 2 часа мамлюки прекращают атаку и отступают. Они понесли около 1000 потерь. Французы не потеряли почти ни одного человека. Эта победа – долгожданный подъем боевого духа для наполеоновских солдат после тягот пустыни. Мамлюки отступают в Эмбабу, небольшой город на берегу Нила, через реку от Каира. Здесь, в 15 километрах к северу от знаменитых египетских пирамид, они встретят захватчика во всеоружии. В знойный полдень 21 июля войска Наполеона подходят к Эмбабе. У него 25 000 человек, разбитых на 5 гигантских каре, с конницей и припасами в центре и артиллерией по углам. Мурат с характерной для него смелостью переправился на западный берег Нила, оставив Ибрагима позади. Их войска насчитывали много тысяч человек, но источники расходятся во мнениях относительно их численности. Элитная мамлюкская конница, 6000 человек, расположилась между небольшой деревней Биктил и хорошо укрепленным городом Эмбаба, гарнизоны которого состоят из османской пехоты и крестьянского ополчения. План Наполеона прост – прорваться через центр противника и разгромить их правый фланг у самой реки. В 15:30 дивизии Дезе и Ренье начинают наступление. По мере продвижения по пересеченной местности их строй становится беспорядочным. Мурат видит свой шанс и пускает в ход свою кавалерию. Мамлюки молниеносно устремляются вперед. Дезе и Ренье вовремя реагируют и смыкают ряды. Французы до последнего момента не открывают огонь, а затем дают сокрушительный залп. Лошади и всадники падают. Оставшиеся в живых не в состоянии справиться с врагом, который продолжает поливать их смертоносным огнем. Мамлюки отступают, чтобы перегруппироваться, но новые атаки приводят к тому же результату. Многие мамлюки просто сдаются и бегут с поля боя. Наполеон приказывает дивизиям Бона и Виаля двигаться вперед. И снова мамлюкская кавалерия атакует.
Волна всадников вновь разбивается о французские мушкеты и штыки. Разбив вражескую кавалерию, люди Бона и Виаля врываются в Мбабу. Там начинается резня. Люди, оставшиеся в живых, бегут в Нил, где тонут сотнями. Мурад-бей бежит с остатками своей конницы в Гизу, откуда отступает на юг Египта. Ибрагим-бей наблюдает за происходящим за рекой, а затем вместе со своими людьми возвращается в Каир. Это сокрушительная победа, одержанная всего за 2 часа. Мамлюки понесли более 5000 потерь, причем тяжелые потери были среди их элитной кавалерии и командования. Французские потери составили менее 300 человек, в основном раненые. Наполеон со свойственным ему чутьем на сенсации решает, что эта великая победа будет известна как «Битва у пирамид», расположенных совсем рядом на юге. 24 июля Наполеон вступает в Каир. Часть города брошена и превращена в пепелище после того, как мамлюки подожгли его во время своего стремительного отступления. Наполеон замечает: трудно найти более богатую землю и более жалкий, невежественный и жестокий народ. Тем не менее, Каир – сердце Египта, город с населением 600 000 человек, и он находится в руках французов. Поскольку мамлюки разбежались, мечта Наполеона о восточных завоеваниях, кажется, вот-вот осуществится. Но всего через 8 дней эта мечта разбивается вдребезги. На море Нельсон и британская средиземноморская эскадра не прекращали охоту за французским флотом. Наконец, днем 1 августа Нельсон обнаруживает французов, укрывшихся в бухте Абукир. Имея 14 линейных кораблей против 13, он решает атаковать вечером того же дня. Британцы одерживают полную и ошеломляющую победу. Гигантский французский флагман «Ориент» был уничтожен в результате мощного взрыва. К моменту окончания сражения британцы уничтожают или захватывают 11 французских кораблей и берут более 3000 пленных. Без флота Наполеон застрял в Египте. Более того, большая часть денег его армии отправилась на дно вместе с Ориентом. Но Наполеон не отчаивается. Кризис придает ему новые силы. У него всего 2 выбора. Он и его армия должны обеспечивать себя в этой чужой стране или погибнуть. Пока генерал Дезе отправляется на юг в погоню за Мурад-беем, Наполеон приступает к реформам в системе управления Египтом. Прежняя феодальная система упраздняется. Создается почтовая служба и больницы, вводится новая налоговая система. Наполеон основывает Институт Египта для проведения научных и исследовательских работ. Он проявляет большой интерес и уважение к исламу, финансируя строительство мечетей и поощряя соблюдение религиозных праздников. Позднее появляются слухи о том, что Наполеон принял ислам, но это всего лишь уловка, направленная на завоевание расположения местных жителей. Наполеон также тяжело переживает известие о том, что его жена Жозефина возобновила роман с бывшим любовником. Как ему сообщили, это широко известно в парижском обществе. Он утешает себя собственными интрижками, в том числе с женой офицера.
то же время попытки французов привлечь на свою сторону местное население терпят неудачу. Большинство египтян видят в них только иностранных захватчиков и неверных. Ситуация уже достигла точки кипения. В дельте Нила вспыхивают мелкие восстания, которые жестоко подавляются французами. Затем в сентябре из Константинополя султан Селим III объявляет священную войну против французов. Ситуация в Египте вот-вот взорвется. Каир. 21 октября 1798 года. Генерал Дюпюи, военный губернатор Каира, прибыл на место, чтобы разогнать беспорядки. Он застает местных жителей за возведением баррикад, на него нападают и убивают. Вскоре весь город поднимается на борьбу. Французы дают безжалостный отпор и подавляют восстание. Погибает около 300 французских солдат и несколько тысяч египтян. Наполеон демонстративно помиловал зачинщиков и спокойно сообщает Бертье, что каждый бунтовщик, пойманный с оружием, будет обезглавлен и брошен в Нил. Французы кровью восстановили контроль над Каиром. Но стало ясно, что Наполеону никогда не завоевать сердца и умы египтян. Следующие несколько месяцев французы проводят в Каире. Сообщение с Францией ограничено. Многие тоскуют по дому, а запасы снаряжения, боеприпасов и вина сокращаются. Кроме того, вспыхивает бубонная чума, которая бьет по армии и еще больше истощает ее. Единственное сражение происходит на юге, где колонна генерала Дизе, состоящая из 2800 человек, преследует Мурад-бея в глубине Верхнего Египта. В этой эпической погоне отличился один офицер – 28-летний кавалерийский бригадный генерал по имени Луи Николя Даву. 22 января 1799 года он и Дезе наносят серьезное поражение Мурад-бею, разбивая остатки его сил. Сам Мурад бежит и остается на свободе. Но подобные военные победы мало что меняют в перспективах экспедиции Наполеона. Они остаются в 2600 километрах от Франции, без надежды на подкрепление или возвращение домой. Наполеон надеется на дипломатическое решение. Министр иностранных дел Франции, талантливый, красноречивый и хитрый Шарль Морис де Толейран, был одним из главных сторонников египетской экспедиции. Он заверил Наполеона, что лично отправится в Константинополь, чтобы наладить отношения с султаном и завоевать Египет для Франции. Но Толейран так и не покинул Париж. Султан по-прежнему в ярости из-за нападения Франции на его египетские владения. Никаких переговоров и компромиссов. Во все уголки Османской империи разосланы приказы о сборе войск, чтобы изгнать французских захватчиков. Положение Наполеона выглядит как никогда отчаянным. Его войска отрезаны, охвачены болезнями посреди враждебного населения. Поэтому он поступит, как его кумир Александр. Пойдет в атаку. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов.
А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминание в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.